Я 8 лет назад жила в Лос-Анджелесе, и потом мне сделали 3 отказа. Суки. И я, короче, не могла попасть к себе в свою любимую Америку. Но у меня теперь испанский паспорт, я могу путешествовать по всему миру, и мне не нужна виза. И, в общем, завтра я лечу в Америку, наконец-то я лечу в Нью-Йорк. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Лечу на вечеринку Boiler Room с Places Plus Faces. Это будет легендарная вечеринка, на которой будут самые крутые рэперы. Кэмерон, Вали, куча разных других. Вечеринка будет нереальная, потому что такие творческие коллективы, как Faces Plus Faces плюс Boiler Room, впервые делают совместную вечеринку и делают American Trip. И это будет их первая вечеринка в Нью-Йорке. Я через 8 часов там окажусь и буду все вам показывать. В общем, я нахожусь уже в аэропорту. Хотела рассказать про билеты. Мы брали с моей подругой в последний момент, и у нас стоило туда и обратно 650 фунтов. Лондон, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Лондон. Это где-то 50 тысяч рублей. Гостиницы в Нью-Йорке очень дорогие. Если вы будете жить на Манхэттене, то это будет минимум $200 в ночь. Так что небольшой лайфхак — это, естественно, Airbnb. Вот. Но также есть очень крутой район в Нью-Йорке, в Бруклине, называется Уильямсбург. Он очень молодежный, очень креативный, и там, естественно, цены гораздо ниже. Ну, а я уже иду на посадку. Я сейчас хочу заплатить, например, вот я сижу за наушники, и я это делаю вот так вот. Смотрите, это же просто новые какие-то технологии. Офигеть! И все, через пару секунд ко мне придет стюардесса с наушниками. So we're ready for New York. I actually have the same one, but not for 2K. I have mine for £2. What's up? Just chilling, killing. Я похожа на серийного убийцу. What's up, New York? Я не могу сдержать свои эмоции. Я в Нью-Йорке. Спустя 8 лет. In New York, I merely rock, hiding in my socks, running from a up, and I shoot that up. What? We just came to New York. What's up? I'm so happy. Pum 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 pum. This is like this moment when you don't know what room you're gonna have. It's cute. Let's see the view. Let's see the view. New York! I got 100 guns and 100 clips. Nigga, I'm from New York. Oh my God, this is the happiest day of my life! Ребят, но мне кажется, вот этот вот вид самый прекрасный, который может быть. На самом деле для меня намного лучше посмотреть на небоскребы, нежели на океан. Я так соскучилась по этому городу. Эй! В общем, мы прилетели. Ребят, у меня передозировка счастья. Я в самом любимом городе. I'm saying that I'm in the best city in the world. That I came with my friend. We love it here. We love it here, guys. Мы идем перекусить перед главной тусовкой. Говорят, что и Сапроки, кстати, на нее приедет. Но, естественно, нужно как-то симпатично выглядеть. Surprising myself, just I'm taking pictures literally everywhere. Okay, so we are on our way to the hotel to prepare ourselves, to make ourselves. So she can marry A$AP Rocky. Yes, bitch. Осталось, короче, час до вечеринки. Ребят, посмотрите, какая красота у нас. Нью-Йорк, Empire State of Building. Ну просто
Мечта. Cause I'm the most immediate, he's just an old school idiot. We doing local things, but we be them local geezers. Okay, we're ready. We actually thought that the party is gonna be in Manhattan, but where it is, Shireen? We're going to Queens. Yes, sir! So we took out all our jewelry, so just in case, you know? Just in case. Ребят, мы думали, что вечеринка будет на Манхэттене, а она как бы в Квинсе, так что мы всю ювелирку, все оставили ценное дома. If I don't survive, you know whose fault it is. I know. Короче, если что, следите за Crazy новостями. Вот. Ну, я надеюсь, с нами все в порядке будет. Biggie, 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 can't you see? Just hypnotize me. In love with New York. Нью-Йорк – это тот город, в котором ты можешь воплотить любую свою мечту. Единственное, говорят, что тут люди очень одинокие, что каждый сам по себе. Живя в Л.А. 2 года, это я про себя, я это почувствовала, поэтому я переехала также в Англию. Ребят, я подхожу к самой известной улице, площади Нью-Йорка. Угадайте, про какую площадь я говорю? И, конечно же, это Times Square, где находится самое большое количество в мире реклам. Сейчас я вам буду показывать все. Хотела вам очень интересный факт рассказать про Times Square. Вы всегда видите Times Square в разных американских и не только фильмах. И видны все эти рекламы постоянно. Вот все. В каждом фильме каждая реклама оплачивается, чтобы она была видна. И вы не представляете, сколько это денег приносит. То есть просто так твою рекламу не будут показывать в фильме, потому что это хороший фильм. Каждую проплачивают. И из-за этого такие большие бюджеты у фильмов. Здесь могла бы быть ваша реклама. Murderers! Buy murderers! Buy! Go to Venezuela, bitch! I'll buy your ticket! Ребят, я попала на протест 2 групп. Одни голосуют за аборты, другие против. И вот с левой стороны, которые за, справа, которые против. И их разделяет, потому что у них, как у фанатов, может начаться драка. Так, я подошла к группе, которые против абортов. И, естественно, тут очень много монашек, очень много верующих людей, которые считают, что это один из самых больших грехов жизни. Вот этот вот вид, ребят, ну это просто что-то потрясающее. Жизнь просто кипит, все
Определенно Нью-Йорк — это столица мира. И отсюда, наверное, пошло выражение «американская мечта». Сегодня Cinco de Mayo. Это мексиканский праздник. Сегодня надо пить текилу и в сомбрерах ходить. Так что через секунду я окажусь в баре в сомбрере. В общем, вот так вот люди празднуют Cinco de Mayo. А вот мы в Бруклине, и уже видно, как на самом деле выглядит вот обычная среднестатистическая Америка. Это двухэтажные дома, это никакие не высотки, как на Манхэттене. They tryna front on the game. They gon' remember my name. Наверное, угадали, где я сейчас нахожусь. Это самое знаменитое место в Нью-Йорке. Это Центральный парк. Не описать, какая тут атмосфера, какая погода, как тут красиво. Сейчас пойдем покатаемся на лодочках. Люди гуляют, кушают хот-доги, кушают мороженое. Супер классно. Местные рэперы продают свои диски. Настроение, ну, лучше некуда. Versace Wuta. It's the new 8th thing. Oh. Bye. Ребят, ну посмотрите, какой красивый центральный парк в Нью-Йорке. Красивее я ничего не видела. There was a woman here the other day, a Mexican woman with a shirt that said, "Relax, gringo, I'm legal." Fantastic. Ребят, я нахожусь в самом знаменитом супер popular спот в Нью-Йорке, который называется Чача Мача. Здесь делают коктейли из матчи, которые с молоком можно пить, с кофе, а также с простой водой. Очередь всегда нереальная. Я, например, взяла коктейль, который назывался Purple Drink, который из матчи и CBD oilом. Do you have a sense of humor? No, I mean it's hard because they speak Russian. Everyone speaks. Am I not hilarious for you? Ace up, ace up, ace up, ace up. Посередине Манхэттена музей КГБ. Ребят, по поводу шопинга в Нью-Йорке я бы посоветовала маленькие магазинчики, такие как в Сохо, или в Ист-Вилледже, или в Челси, или в Трайбеке, где ты найдешь уникальные вещи, и их не будет еще носить половина населения. Ну, а если все-таки что-то стандартное, то это, естественно, Мэдисон-авеню. Тут находится самый большой Macy's на свете, самый большой Victoria's Secret, вот Empire State of Building. В общем, и когда есть деньги, можете куда угодно пойти по любым магазинам. Ребят, я наконец-то добралась до самого эксклюзивного магазина в мире кроссовок под названием Flight Club. Мне кажется, каждый мечтает купить тут пару кроссовок. Посмотрите, тут собраны коллекция самых эксклюзивных кроссовок мира. Например, вот эти вот из фильма «Назад в будущее» стоят $40 800. Каждая пара эксклюзивнее другой. У меня на самом деле разбегаются глаза. Посмотрите эти кроссовок. И это только один зал. Также еще одна стена, другая, а также другой зал. Так что обязательно, когда будете в Нью-Йорке, заходите во Flight Club. Oh my God. 27,000, 25,000. Like PEs, so that means like it was for the player to win in the game actually. Which one would you choose?
Out of all of these, Yeah. I like these ones. 30,000. There's only But what, 72. man, can you tell me? I'm gonna do your little interview. Why they are that expensive? So look, these are all like mainly unreleased shoes. So like these friends and family, like certain shoes dropped. Like these ones dropped in the album. These ones was only 72 pair made. 72 pairs. These was samples. These was PE, so like these was like player edition shoes. Uh-huh. These ones was OVO samples. What is OVO? That's Drake. That's for Drake. Ah, for Drake. Okay. So these was PE, a sample. Ребят, я не знаю, рассказывала я или нет, но в Америке, вот, допустим, ты что-то покупаешь, вот думаешь, да, $300 стоит, ну, нормально, там курточка, а нифига подобного. Еще плюс всегда добавляется такс. И такс 20%, так что каждый раз все выходит намного дороже, чем ты думаешь. Нахожусь в самом крутом музее современного искусства в Нью-Йорке под названием МОМА. Тут собрана самая большая коллекция современных художников, таких как Ротко, Поллок, Миро, естественно, Уорхол, который самый известный для некоторых, кто не понимает в современном искусстве. Музей потрясающий, мне кажется, даже те, кто не разбираются в искусстве, обязательно должны его посетить, потому что после фестиваля идет искусство. Ребят, видели здание, про которое весь мир говорит? Это действительно что-то просто нереальное. Видишь, я какая-то здесь не очень. Давай ты просто, может, фотку без видео. Нет, но мне же нужно для влога, что я наконец-то ко мне приехала. Что ты? Хорошо. Скажи пару слов. Здравствуйте. Мы в очереди. За водкой. То есть за Кока-Колой. Да. Блин, какой тут вид, ребята, посмотрите, это просто нереально. Наконец-то у меня личный водила появился. It's alive? It's alive. Ребят, ну, естественно, мне кажется, каждый знает, насколько дорогое жилье в Нью-Йорке. Для путешествующих в Нью-Йорк еще такая штука. Транспорт тут безумно дорогой. Желтые кэбы — это вообще до свидания. Uber тоже супер дорого. Везде обязательно нужно оставлять чаевые, независимо, понравилось тебе место, не понравилось. Такси — это салон красоты, небольшая простая кофейня. Везде нужно оставлять чаевые. Так как город очень большой, я всем советую передвигаться на метро. Мне сейчас нужно ехать в Гарлем. На такси бы это стоило около $40, что нет смысла, мне кажется, тем более час пик. Так что сейчас я вам буду показывать нью-йоркское метро. $3. И можно поехать в любую точку Нью-Йорка, и билет действует 2 часа. Народ уже такой потемнее немножечко. То есть я тут самая белая, если честно. Посмотрим. Если что, я в Гарлеме. Если что, со мной что-то случится, знаете, где искать. Ребят, ну вот, собственно, Гарлем. Это все же Манхэттен, но он находится на самом верху. Публика тут абсолютно другая. В основном тут живет латино. Очень интересный народ, естественно, уже тут намного опаснее. Вот. Но, как мне сказали, днем тут абсолютно безопасно гулять, тем более тут живут одни из самых, то есть родились одни из самых известнейших рэперов. Ребят, что хочу сказать про Гарлем. Это очень своеобразный район, который находится на самом верху Манхэттена, где в основном живут доминиканцы. Я уже нахожусь тут пару часов и ни разу не слышала английской речи. Но это также родина моего самого любимого рэпера A$AP Rocky. Будьте оригинальными,
посещайте разные места, разные районы, разные улицы. Не смотрите никогда в туристические гиды. Нью-Йорк — это такой город, таких возможностей, тут столько всего есть поделать, посмотреть, особенно улицы. Это же просто какая-то бомба. Так что просто потеряйтесь по улицам, ходите, смотрите, возьмите метро, становитесь на непонятной остановке. Естественно, смотрите, чтобы это обязательно было в течение дня, потому что тут же все-таки опасно. И обязательно сюда приезжайте. Hi, it's me, yeah. Drip, 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 drip. On the cat, slow it down, bust it, bust down, bust it, bust down on the cat. Cardi young,